Этот мальчик очень любил свою маленькую сестру, и когда он понял, что она собирается покинуть его навсегда, он был разбит горем. Но когда умирающая девочка прошептала ему свои последние слова, она оставила своих родителей в шоке и ужасе от бескорыстного выбора, который сделала. Мягкий писк больничных машин заполнил воздух, пока шестилетний Джексон Сутер сидел рядом с постелью своей маленькой сестры Эдди. Его маленькая рука крепко держала ее, пытаясь игнорировать знакомую головокружение и усталость, которые стали его постоянными спутниками. Их родители, Мэтт и Чандра Сутер, стояли неподалеку. Их лица были покрыты морщинами, которые казались старше их лет. Они наблюдали не только за тем, как один ребенок уходит из жизни. Они становились свидетелями трагического пересечения судеб, которая привела обоих их детей к краю. Четырехлетняя Эдди Джой Сутер лежала на строгих белых больничных простынях, ее когда-то яркая энергия теперь замедлилась из-за агрессивной опухоли мозга, которая изменила ее жизнь с ноября 2016 года. У нее был диагностирован диффузный внутричерепной глиома, неизлечимая форма рака на стволе мозга. Эдди мужественно боролась через 33 раунда радиационной терапии. Но сейчас, в июне 2018 года, битва близилась к концу. Многие не знали, что Джексон также ведет свою собственную борьбу. Поставленный диагноз «тяжелая апластическая анемия» всего через несколько месяцев после диагностики рака Эдди, костный мозг Джексона фактически перестал производить новые кровяные клетки. Это состояние оставляло его постоянно уставшим, предрасположенным к инфекциям и в отчаянной нужде в пересадке костного мозга. Жестокая ирония заключалась в том, что Эдди была идеальным донором, но ее диагноз рака делал ее непригодной для донорства из-за побочных эффектов. Через бесчисленные визиты в больницу брат и сестра стали опорой и силой друг для друга. Когда частые переливания оставляли Джексона усталым и раздраженным, Эдди забиралась к нему в больничную постель, чтобы смотреть мультфильмы вместе. Во время радиационных процедур Эдди Джексон держал ее за руку и рассказывал истории о приключениях, которые ждали их, когда они оба поправятся. Тем не менее, родители удивлялись, как их дети, несмотря на свои собственные битвы, всегда находили силы заботиться друг о друге. Сутеры потратили более 150 тысяч долларов на экспериментальное лечение в Мексике для Эдди, одновременно ища донора костного мозга для Джексона по всей стране. Дядя детей был частичным совпадением и готовился к донорству, хотя врачи предупреждали, что частичное совпадение несет серьезные риски. Время истекало для обоих детей, но по совершенно разным причинам. В среду 9 июня 2018 года Сутеры получили разрушительные новости. Рак Эдди распространился на нижнюю часть ее мозга и вниз по позвоночнику. Лечение в Мексике больше не работало, либо потому, что протокол изменился, либо опухоль мутировала. Пока они боролись с этой новостью, последние анализы крови Джексона показали, что его состояние ухудшается быстрее, чем ожидалось. Врачи настаивали на том, что ему нужен трансплантат в течение нескольких недель, а не месяцев, как они думали ранее. В ту ночь после того, как оба ребенка уснули, Мэтт и Чандра сидели в коридоре больницы. Их голоса едва слышны, пока они сталкивались с самым трудным решением в своей жизни. «Мы пробовали все», — сказал Мэтт. Его голос дрожал. «Каждое лечение, каждое клиническое испытание. Может быть, пора сосредоточиться на том, чтобы сделать ее комфортной». Чандра вытерла слезы из глаз, медленно кивнув. «Доктор сказал, что даже если мы продолжим, это только купит дни, возможно, недели, и она будет страдать на протяжении всего этого. Она заслуживает того, чтобы чувствовать себя настоящей в оставшееся время», – прошептала Чандра, сжимая руку мужа. На следующее утро они сели с медицинской командой Эдди. Доктор Томпсон, который был с ними с самого начала, осторожно объяснил их варианты. Когда Мэтт и Чандра выразили свое решение остановить лечение,
Доктор Томпсон уверил их, что это решение принято из любви. Мы сосредоточимся на том, чтобы Эдди было комфортно и без боли, объяснил он. Это даст ей и всем вам шанс максимально использовать ваше время вместе. 2 дня спустя Эдди проснулась, как обычно, с живым нравом. Свободная от тяжелых процедур, часть ее прежней энергии вернулась. Она и Джексон провели утро, смотря мультфильмы вместе, делясь секретами и смеясь, несмотря на болезни. Но к полудню Эдди больше не могла есть или глотать без трудностей, и она спала большую часть времени. Было решено перевести ее в стационарное лечение. Джексон отказался покидать ее, даже ради своих собственных переливаний. Персонал больницы, зная о ситуации обоих детей, организовал для Джексона лечение в палате Эдди. Пока один брат получал кровь, чтобы поддерживать свою жизнь, другой медленно умирал. Однако все изменилось в один из редких моментов бодрствования Эдди, когда Джексон показал ей рисунок, который он нарисовал, на котором они играют во дворе. Несмотря на свою слабость, Эдди внезапно сжала его руку с удивительной силой. «Джаки», – прошептала она, используя свое особое прозвище для него, – «мне нужно сказать тебе что-то важное». Джексон наклонился ближе. Его ухо почти касалось ее губ. То, что она сказала дальше, оставило их родителей в ужасе и изменило их жизни навсегда. «Когда я уйду», – прошептала Эдди, ее голос еле слышен, – «я хочу помочь тебе стать лучше». Она изогнула слабую улыбку. «У меня есть вся кровь, которая тебе нужна, но мама говорит, что ангелам она не нужна. Я не хочу, чтобы она пропадала зря. Если ты ее возьмешь, часть меня всегда будет с тобой». Джексон отдалился немного, недоумение отразилось на его бледном лице. Его маленькая сестра улыбалась спокойно, не выдавая страха. Что она имела в виду, когда говорила, что уходит? Она действительно оставит его одного? Он собирался потерять своего лучшего друга навсегда? Слезы стекали по его лицу, и Джексон повернулся к своим родителям. «Мама, папа, Эдди говорит, что хочет помочь сделать меня лучше после того, как уйдет. Она действительно уходит». Мэтт и Чандра бросились к постели. Их лица побелели от шока. Они еще не сказали Джексону, что его сестра проживет всего несколько дней, но, похоже, Эдди сделала это за них. Но это не было самым ужасным. Они консультировались с врачами о возможности использования тканей Эдди для Джексона после ее смерти, но не обсуждали это с детьми. Как могла их 4-летняя дочь знать об этом? «Что заставило тебя об этом подумать, дорогая?» – спросила Чандра, ее голос дрожал, когда она гладила волосы дочери. Глаза Эдди, казалось, фокусировались на чем-то далеком. «Я просто знаю, что Джеки нужно помочь, чтобы сделать хорошую кровь. Когда я уйду, мне больше не нужна моя кровь, но ему нужна». Она посмотрела на своего брата с чистой любовью. «Таким образом, мы всегда будем вместе, Джеки». Мэтт и Чандра обменялись ошеломленными взглядами, вес ее слов углублялся в их сознание. Их маленькая дочь не только приняла свою собственную смертность, но и предлагала надежду на жизнь своему брату. На следующее утро Мэтт и Чандра поговорили с медицинской командой. Анализы подтвердили то, что они уже знали. Несмотря на рак, костный мозг Эдди все еще был идеальным совпадением для Джексона. Врачи объяснили, что забрать и сохранить ее костный мозг сразу после ее смерти можно было, чтобы потенциально обеспечить Джексона трансплантатом, в котором он отчаянно нуждался. Это был луч надежды, выходящий из тьмы. В течение следующего дня состояние Эдди резко ухудшилось. Члены семьи приехали, чтобы попрощаться, но Джексон никогда не покидал ее. Он держал ее руку, несмотря на свою усталость, пел ее любимые песни и обещал стать лучше с ее помощью. Когда ночь углубилась, дыхание Эдди стало более тяжелым.
В ранние часы следующего дня, окруженная любящей семьей и с Джексоном, который все еще держал ее за руку, Эдди Джой Сутер сделала свой последний вздох. В течение нескольких часов после ее смерти, когда ее родители переживали горе, медицинские команды быстро работали, чтобы выполнить ее последнюю просьбу. Ее костный мозг был собран и сохранен, и немедленно начались приготовления к трансплантации для Джексона. Фото, которое Мэтт опубликовал всего за день до этого, показывающее Джексона, утешившего умирающую сестру, стало вирусным, тронув сердца по всему миру. Но немногие знали полную историю, что даже в свои последние моменты Эдди думала о том, как помочь своему любимому брату. Через 2 недели Джексон был госпитализирован, чтобы начать подготовку к трансплантации. Лежа в своей постели, держась за плюшевого медведя своей покойной сестры, он прошептал: «Я готов, Эдди. Я готов, чтобы часть тебя была со мной навсегда». Процедура трансплантации была сложной, а восстановление – трудным. Джексон провел недели в изоляции. Его тело медленно принимало костный мозг сестры. В самые трудные дни, когда медикаменты против отторжения делали его больным и слабым, он рассказывал медсестрам о Эдди, о том, какая она была смелая, и как она стала его ангелом-хранителем. Он хранил фото их двоих на прикроватной тумбочке, и в особенно сложные ночи он держал его близко, черпая силу из памяти о ее смелости. Медицинский персонал, тронутый историей братьев и сестер, старался изо всех сил поддерживать Джексона, часто рассказывая свои собственные истории надежды, чтобы поднять ему настроение. Постепенно его тело начало производить здоровые новые кровяные клетки. Врачи назвали это медицинским успехом, но Джексон назвал это сестриным чудом. С каждой неделей его сила возвращалась. Впервые, когда посттрансплантационные анализы крови вернулись нормальными, Джексон посмотрел на потолок своей больничной палаты и прошептал: «Спасибо, Эдди. Твой дар сработал». Пока Джексон поправлялся, Мэтт и Чандра старались справиться со сложными переживаниями, оплакивая утрату дочери, одновременно радуясь улучшению здоровья сына. Они находили утешение в том, что последняя просьба Эдди не только спасла жизнь ее брату Ноэго, но и дала им уникальную возможность сохранить часть ее живой. Семья Сутеров получила тысячи сообщений от людей со всего мира, которых тронуло вирусное фото Джексона с Эдди. Теперь они начали делиться полной историей не только о смерти сестры, но и о ее невероятном последнем даре. На церемонии памяти Эдди Джексон настоял на том, чтобы выступить. Стоя смело, его здоровье наконец вернулось к норме, он поделился воспоминаниями о своей сестре. «Эдди была лучшей сестрой на свете», – сказал он. «Она заботилась обо мне, даже когда была больна, а теперь она все еще заботится обо мне с небес. Часть ее всегда будет со мной». С течением лет Сутеры нашли способы почтить как потерянную дочь, так и сына, который несет ее дар в себе. Они стали неутомимыми сторонниками исследований рака у детей и донорства костного мозга. И Джексон часто делится своей уникальной историей на медицинских конференциях. Сегодня Джексон процветает. Его медицинские тесты не показывают никаких признаков апластической анемии, и врачи говорят, что его прогноз великолепен. Он остается уверенным, что может ощущать присутствие Эдди, особенно во время регулярных обследований. «Кажется, будто она снова держит меня за руку», — говорит он, напоминая мне быть смелым. Сутеры сохранили комнату Эдди такой же, какой она была, но она больше не является храмом их потери. Вместо этого она превратилась в место надежды и исцеления. Джексон часто делает там свои домашние задания, окруженный игрушками и рисунками своей сестры. «Здесь я чувствую себя ближе всего к ней», — объясняет он. «Иногда я рассказываю ей о своем дне и всегда благодарю ее за то, что она спасла мою жизнь».
Медицинские профессионалы все еще обсуждают замечательное совпадение времени ухудшения состояния Эдди и срочности нужды Джексона. Одни называют это случайностью, другие – божественным вмешательством. Для сутеров это остается свидетельством глубокого и таинственного связи их детей. Связи, которая преодолела даже смерть. Вирусное фото Джексона с Эдди продолжает циркулировать в интернете, но для тех, кто знает полную историю, оно представляет собой нечто более глубокое, чем прощание брата. Это запечатлевает момент перехода, когда жизнь одного из братьев заканчивалась. Она обеспечила, чтобы ее уход дал ее брату будущее. Сегодня, когда Джексона спрашивают о его сестре, он часто говорит с улыбкой: «Эдди не просто спасла мою жизнь. Она живет во мне. Каждая здоровая кровяная клетка в моем теле – это дар от нее». Он носит небольшую подвеску ангела на шее, памятник сестре, которая стала его ангелом-хранителем не менее чем одним способом. Какое душераздирающее повествование! Вы когда-нибудь переживали момент, когда трагедия и чудо переплелись? Когда самые темные моменты каким-то образом содержали семя надежды?